Добро пожаловать на канал. Механика, а кинематика в особенности, есть нечто объединяющее физиков и математиков. Не зря ведь существует мехмат, но нет электромата или оптикомата. Однако отношения математиков и физиков к задаче могут оказаться различными. И как любитель я могу позволить себе дерзость взглянуть на задачу с разных сторон. Причем несколько утрированно, надеясь при этом не обидеть ни тех, ни других. Итак, у нас n точек, первоначально расположенных в вершинах правильного n-угольника со стороной А, начинают одновременно двигаться с постоянной скоростью v. При этом скорость первой точки всегда направлена точно в сторону второй точки, а скорость второй точки точно в сторону третьей точки и так далее. И чтобы никто не был обделен вниманием, скорость последней n точки направлена в сторону первой точки. Требуется узнать, через сколько времени точки встретятся, какое расстояние пройдет каждая точка до встречи, а кроме того, особо продвинутым предлагается составить уравнение траектории каждой точки. Задачу для 3 точек и только с первым вопросом можно встретить в задачнике Игоря Евгеньевича Иродова под номером 1.12 во втором издании далекого 1988 года. Возможно, в последующих изданиях задача была расширена, но у меня таковых изданий нет. Поэтому я смог сверить только время до встречи 3 точек, тогда как все остальное – плод моей творческой фантазии. Ввиду этого очень рассчитываю на ваши комментарии. И просто умоляю вас поправить меня, если где-то ошибся. Задача из самого обычного бузовского задачника, не то чтобы олимпиадная, поэтому, надеюсь, вы сможете ответить самостоятельно хотя бы на первые 2 вопроса. Итак, ставим видео на паузу и дерзаем. Начнем с решения убежденного физика. Физики умудряются довольно быстро получить правильный ответ, хотя с точки зрения математика их решение зачастую недостаточно корректно. Как будет рассуждать физик? Изначально точки находятся в вершинах правильного многоугольника, так что ни одна из них не выделяется. Точки начинают одновременно, скорость их одинаковы, правила движения также одинаковы, поэтому траектории их движения, какими сложными они бы ни были, будут иметь совершенно одинаковую форму. Это значит, что точки как были в вершинах правильного многоугольника, так и будут находиться в вершинах правильного многоугольника в течение всего своего движения. При этом, поскольку, как подсказывают условия задачи, точки должны встретиться, длина стороны многоугольника будет сокращаться, пока она не станет равной нулю, и точки сольются в одну. И ввиду такой полной симметрии достаточно проследить за движением одной из точек. Рассмотрим расположение точек в произвольный момент времени. Мы знаем, что эти точки образуют правильный n-угольник, и пусть v1 вектор скорости первой точки, который направлен в сторону второй точки, а следовательно вдоль стороны многоугольника. А v2 вектор скорости второй точки, направленный вдоль соседней стороны многоугольника. Тогда вектор скорости первой точки относительно второй – это разность векторов v1 и v2. Отложим от первой точки вектор w равный минус v2. Тогда вектор скорости первой точки относительно второй можно также представить как сумму векторов v1 и w. При этом вектор v1 направлен точно по направлению к точке 2 и целиком способствует сближению точек. Что же касается вектора w, то он направлен несколько наискосок. Так давайте спроектируем вектор w на нужное нам направление и обозначим проекцию через w малое. А вектор v1 уже и так спроектирован на направление сближения. Его проекция – это просто модуль вектора скорости или v малое. Легко видеть, что угол между векторами v1 и w, обозначим его величину через альфа, равен внутреннему углу многоугольника. Математик скажет, что это внутренние накрест лежащие углы,
а физик примет это как само собой разумеющееся. Вспомним, что модуль вектора W равен модулю вектора V2 и равен V малому, откуда находим, что величина W малого это V малое умноженное на косинус альфа. Заметим, что в случае трех точек, то есть при n равном 3, получаем равносторонний треугольник, внутренний угол которого равен 60 градусам. Этот угол острый, косинус альфа положителен, проекция W положительна, а следовательно содействует сближению точек. При n равно 4 получаем квадрат с внутренним углом 90 градусов, косинус альфа равен нулю, и сближение происходит только под влиянием вектора V1. При n большем 4, как, например, в случае пятиугольника, показанного на чертеже, угол альфа является тупым, косинус альфа отрицателен, и проекция W противодействует сближению. Однако в любом случае скорость движения точек – это сумма V и W, или V умноженное на единицу плюс косинус альфа. И так как угол альфа положителен и строго меньше 180 градусов, косинус альфа строго больше минус единицы. Поэтому скорость сближения положительна, и сближение происходит при любом n, несмотря на противодействие W. Здесь можно вспомнить формулу для косинуса половинного угла. Косинус альфа пополам это плюс-минус квадратный корень из единицы плюс косинус альфа, деленного на 2. Откуда следует, что единица плюс косинус альфа это 2 косинус квадрат альфа пополам. И следовательно скорость сближения точек это 2v косинус квадрат альфа пополам. Все это прекрасно, но в условии об альфа ничего не говорится. Так что альфа является гостем нашего решения. А гостю рано или поздно придется сказать «до свидания». И нам тоже придется попрощаться с углом альфа. В 1988 году физик для этого откроет математический справочник, а в настоящее время для этого достаточно обратиться к всезнающему искусственному интеллекту. И обнаружится, что сумма внутренних углов любого n-угольника равна 180 градусам умноженным на n-2, а в радианах это π умноженное на n-2. В нашем случае все n углов многоугольника равны между собой, так что альфа это π умноженное на n-2, деленное на n. Раскрываем скобки в числителе, делим почти числитель на знаменатель и получаем π минус 2π, деленное на n. В таком случае альфа пополам это π пополам минус π, деленное на n. А косинус альфа пополам, согласно формуле приведения, это просто синус π, деленного на n. Таким образом, для скорости движения точек окончательно получаем 2v синус квадрат π, деленного на n. Ну а теперь, поскольку нам известно начальное расстояние между точками, оно равно а, и скорость движения точек, которая является постоянной величиной, не зависящей от времени, для определения времени движения точек надо просто разделить начальное расстояние на скорость сближения. И полученное выражение является ответом на первый вопрос задачи. В частности, при n равном 3, синус π деленного на n это синус π деленного на 3, или корень из 3 пополам, откуда 2 синус квадрат π деленного на n это 2 умноженное на 3 четверти или 3 вторых. А поскольку это выражение стоит в знаменателе, дробь следует перевернуть. Таким образом, время сближения точек в этом случае 2а, деленное на 3v, что в точности совпадает с ответом из упомянутого задачника Иродова. С увеличением n синус π деленного на n уменьшается, следовательно, время увеличивается. И действительно, при n равном 4 синус π деленного на n равен единице, деленной на корень из 2. 2 синус квадрат π деленного на n это просто единица. Время сближения равно а деленному на v,
что и следует ожидать, поскольку, как мы упомянули, вектор W не влияет на сближение. Причем это время больше предыдущего. Наконец, при n равным 5 получаем сложный радикал для синуса, который не упрощается в этом случае, но после возведения в квадрат получаем более простое выражение, которое явно больше а, деленного на v. Но не забудем о том, что задача имела 3 вопроса. И ответим на второй вопрос о пути, пройденной каждой точкой до встречи. Но это совсем просто. Мы знаем, что величина скорости постоянна и равна v. Время точки пути нам также известно, поэтому просто умножаем v на t и получаем a, деленное на 2 синус квадрат π, деленного на n. Любопытно, что полученный результат не зависит от скорости точки. Скажу вам по секрету, что траектория также не зависит от скорости точки. Но, конечно, чем быстрее точка движется, тем скорее они встретятся. Осталось ответить на третий вопрос об уравнении траектории движения точки. Но оставим это лучше математикам. Второе решение – решение добросовестного математика, который в векторах чувствует себя не столь уверенно, как физик, но с другой стороны не очень полагается на вывод физика о том, что в любой момент времени точка образует правильный многоугольник, и хочет в этом убедиться. При этом он рассуждает так. Допустим, в некоторый момент времени точка образует правильный многоугольник, вершины которого обозначим через А1, А2, А3 и так далее до АН. Будем его для краткости именовать многоугольником А. Обозначим через S длину стороны многоугольника А, то есть расстояние между соседними точками. И снова величину внутреннего угла многоугольника обозначаем через альфа. И запишем, что величины углов А1, А2 и так далее равны альфа. За некоторый очень короткий промежуток времени дельта t, в течение которого движение точек можно считать прямолинейным, каждый из точек проделал расстояние сигма, равное v на дельта t. Обозначим через b1, b2 и так далее bn новое положение точек А1, А2 и так далее АН соответственно. Таким образом, в новом положении точка образует многоугольник b1, b2 и так далее bn, который будем для краткости называть многоугольником b. Заметим, что каждая точка проделала расстояние сигма по направлению к соседней точке. Это означает, что вершины многоугольника b лежат на сторонах многоугольника А, как показано на чертеже. А кроме того, длины отрезков А1, Б1, А2, Б2 и так далее равны сигма. Тогда длины отрезков А2, Б1, А3, Б2 и так далее равны S минус сигма. В таком случае у треугольников, прилегающих к вершинам многоугольника А, одна сторона равна сигма, другая сторона равна S минус сигма, и углы между равными сторонами также равны между собой. Следовательно, треугольники равны между собой, откуда следует равенство сторон многоугольника B. В случае треугольника этого достаточно для доказательства его правильности. При n большем 3 надо доказать равенство углов. Для этого достаточно заметить, что ввиду равенства треугольников у каждого из них один угол отличный от альфа равен бета, а другой угол равен гамма. И оказывается, что величина каждого внутреннего угла многоугольника B равна 180 градусам минус бета плюс гамма, то есть альфа. Поэтому углы многоугольника B также равны между собой, и многоугольник B при любом n является правильным. А поскольку в начальный момент времени точка образует правильный многоугольник, они будут продолжать образовывать правильный многоугольник на протяжении всего движения. Посмотрим теперь, насколько сблизились соседние точки. Пусть S' длина стороны многоугольника B, то есть новое расстояние между соседними точками.
Применяя теорему косинусов к одному из зеленых треугольников, находим, что s' в квадрате это s минус сигма в квадрате плюс сигма в квадрате минус 2 умноженное на сигма умноженное на s минус сигма умноженное на косинус альфа. Преобразуем правую часть, возведя s минус сигма в квадрат. Получим s квадрат минус 2 сигма плюс сигма квадрат. И есть еще одно слагаемое, равное сигма в квадрате, что вместе даст 2 сигма квадрат. И дописываем сюда последнее слагаемое. Далее замечаем, что если второй и третий слагаемые объединить, вынеся общий множитель минус 2 сигма за скобки, получаем в точности коэффициент при косинус альфа в последнем слагаемом. Записывая слагаемый под общим множителем, приводим выражение для s' в квадрате к виду s квадрат минус 2 сигма умноженное на s минус сигма умноженное на единицу плюс косинус альфа. Снова применяем формулу для косинуса половины угла и записываем единицу плюс косинус альфа как 2 косинус квадрат альфа пополам. И выходит, что s' в квадрате это s квадрат минус 4 сигма умноженное на s минус сигма умноженное на косинус квадрат альфа пополам. Теперь, если s квадрат перенести из правой части в левую, у нас в левой части получится разность квадратов, которую можно записать как произведение разности на сумму. Расчистим наконец экран наверху, чтобы не бороться за место на экране. И обозначим s' минус s через дельта s. И это есть превращение расстояния между соседними точками за время дельта t. В таком случае s' равно s плюс дельта s, а s' плюс s это 2s плюс дельта s. Таким образом, левая часть равенства приводится к виду дельта s умноженное на 2s плюс дельта s. А в правой части равенства заменим сигма на v умноженное на дельта t. Получаем вот такое выражение правой части, после чего сделаем большую чистку экрана и разделим равенство на 2s плюс дельта s и все умноженное на дельта t. Тогда в левой части сокращаем на 2s плюс дельта s и получаем дельта s деленное на дельта t. А в правой части сокращаем на дельта t и получаем выражение подлиннее. Теперь, конечно, переходим к пределу при дельта t, стремящемся к нулю. Тогда дельта s также стремится к нулю. В левой части получаем производную ds по dt, а в правой части можно просто заменить дельта t и дельта s нулем. Получаем минус 4vs деленное на 2s и умноженное на косинус квадрат альфа пополам, что после сокращения на 2s дает минус 2v умноженное на косинус квадрат альфа пополам. Как видим, производная от s от времени не зависит, зато сама функция s от времени зависит. И значение s от t это минус 2vt косинус квадрат альфа пополам плюс константа. При t равном нулю расстояние между точками равно a. При этом первое слагаемое правой части обращается в 0. И выходит, что значение константы это просто a. Таким образом, s от t это a минус 2vt косинус квадрат альфа пополам. И осталось извлечь из предыдущего решения значение альфа пополам, равное π пополам, минус π деленное на n. Откуда косинус альфа пополам равен синусу π деленного на n, что дает окончательное выражение для s от t. И если обозначить через t большое время сближения точек, то s от t большого равно нулю. Заменяем выражение для st на t большое и получаем знакомое выражение для времени сближения точек.
а вслед за этим знакомое выражение для пути, пройденного каждой точкой до встречи. К сожалению, решение добросовестная математика также не дало ответа на последний вопрос об уравнении траектории движения точек. Однако у нас в запасе есть еще одно решение. Решение проницательного аналитика, который, тем не менее, немного разбирается в физике и в математике. Он накидывает чертеж глубокомысленным взглядом и говорит: эти глупые точки играют довольно опасную игру. Каждая из них убеждена, что гонится за соседней, не подозревая, что на самом деле в вихревом потоке засасывается в центр воронки, где она обречена слиться со всеми другими точками и прекратить самостоятельное существование. И это страшный центр притяжения точек, конечно, центр правильного многоугольника, образованного точками. Более подходящего места вряд ли можно придумать. Но, во-первых, эту гипотезу еще нужно доказать, а во-вторых, при движении точек многоугольник смещается, тогда как центр притяжения смещаться не должен. Что бы это значило? Только то, что все многоугольники имеют общий центр. И если это действительно так, то все становится на свои места. Сколько бы ни сужался многоугольник, его центр, как и положено центру, будет оставаться внутри. В таком случае, когда многоугольник со всеми его вершинами обратится в точку, этой точкой и будет общий центр многоугольников. Осталось доказать, что центр многоугольника, образованного точками, действительно не меняется при движении точек. Итак, пусть в некоторый момент времени точка образует многоугольник А1, А2, А3 и так далее, АН, который будем для краткости называть многоугольником А. Как доказал добросовестный математик, многоугольник А является правильным. Снова обозначим через альфа величину каждого из внутренних углов многоугольника А. И пусть точка О – центр многоугольника А. В таком случае точка О является центром окружности, описанной вокруг многоугольника А. То есть точка О равно удалена от всех вершин многоугольника А. Запишем, что ОА1 равно ОА2 равно ОА3 и так далее ОАН, и обозначим общую длину этих отрезков через R малое. Кроме того, точка О является центром окружности, вписанной в многоугольник А, откуда следует, что точка О равно удалена от всех сторон многоугольника А, откуда в свою очередь следует, что лучи А1О, А2О и так далее АНО являются биссектрисами внутренних углов многоугольника А. И каждая из этих биссектрис делит соответствующий внутренний угол многоугольника на углы, величина каждого из которых равна альфа пополам. Пусть за очень короткий промежуток времени точки А1, А2 и так далее АН переместились в точки B1, B2 и так далее BN соответственно. Снова обратимся к предыдущему доказательству, где было замечено, что точки B1, B2 и так далее лежат на сторонах многоугольника А. Отрезки А1, B1, А2, B2, А3, B3 и так далее равны между собой. И снова их общую длину обозначим через сигма. При этом многоугольник B, образованный новым положением вершин, также является правильным. Соединим точку О с вершинами многоугольника B и рассмотрим треугольники ОА1, B1, ОА2, B2, ОА3, B3 и так далее. У каждого из этих треугольников одна сторона равна R, другая сторона равна сигма, и величина каждого из углов между равными сторонами равна альфа пополам, следовательно, эти углы равны между собой. Таким образом, треугольники равны между собой, откуда следует равенство сторон ОБ1, ОБ2, ОБ3 и так далее. Это означает, что точка О равно удалена от вершин многоугольника B и, следовательно, является центром окружности, описанной около многоугольника B.
А поскольку многоугольник B является правильным, центр описанной окружности является центром многоугольника B. Итак, гипотеза проницательного аналитика доказана. Действительно, при движении точек центр образованного ими многоугольника не смещается. При этом каждая точка вращается вокруг общего центра многоугольников, приближаясь к нему. И когда расстояние центра многоугольников до каждой вершины станет равным нулю, точки встретятся. Для определения времени от начального положения до встречи разложим вектор скорости одной из точек, например, точки 1, на две составляющие. Радиальная составляющая v с индексом r направлена в центр многоугольника, под действием которой точка приближается к центру. Величина этой составляющей, обозначим ее через v мало с индексом r, равна модулю вектора v1, то есть v малому умноженному на косинус альфа пополам. Другая составляющая, перпендикулярная радиальной, вызывает вращение точки вокруг центра, но никак не влияет на сближение. Эту составляющую я буду называть вращательной и обозначать через v мало с индексом t. Величина вращательной составляющей равна v малому умноженному на синус альфа пополам. Поскольку величина скорости точки и угол альфа остаются постоянными величинами, величины обеих составляющих являются константами, не зависящими от времени. В таком случае можно записать, что расстояние точки до центра, как функция от времени, это r нулевое минус произведение радиальной составляющей на время, где r нулевое – это начальное расстояние от точки до центра. И, подставляя выражение для радиальной составляющей, находим, что r от t это есть r нулевое минус vt косинус альфа пополам. И теперь, если t большое время сближения точек, r от t большого равно нулю, заменяя t на t большое, получаем уравнение, откуда находим, что t большое это r нулевое, деленное на v косинус альфа пополам. И теперь надо найти значение r нулевого. Для этого вспомним, что в начальный момент времени, когда расстояние от точек до центра равно r нулевому, расстояние между точками, то есть длина стороны многоугольника, равна a. Таким образом, получаем равнобедный треугольник OA1, A2, в котором длина основания равна a, длина боковых сторон равна r нулевому, а величина угла при основании равна альфа пополам. Проводим в треугольнике высоту OH, которая является также медианой, поэтому длина отрезка A2H равна A пополам, и из прямоугольного треугольника AOH находим, что величина гипотенузы r нулевой есть a пополам, деленное на косинус альфа пополам, или а, деленное на 2 косинуса альфа пополам. Чтобы получить выражение для t, следует полученное выражение для r нулевого разделить на v косинус альфа пополам, в результате чего получаем знакомое выражение а, деленное на 2v косинус квадрат альфа пополам, или а, деленное на 2v синус квадрат от π, деленного на n. И, соответственно, выражение для пути, пройденного каждой точкой. Здесь нет ничего нового, однако этот подход дает долгожданную возможность ответить на третий вопрос задачи – найти уравнение траектории движения точек. Перепишем наверх выражение для r нулевого, которое нам еще понадобится, и удалим все, что связано с вычислением времени сближения точек. Примем общий центр многоугольников, точку О, за полюс полярной системы координат. Полярную ось проводить пока не будем, поскольку на данный момент это несущественно. Тогда полярный радиус – это расстояние от точки до центра, которое мы весьма кстати обозначили через r. И у нас есть уравнение, выражающее полярный радиус через время t.
Однако вместо времени нам хочется видеть полярный угол. Угол φ, который в данном случае является углом поворота точки вокруг центра. Здесь есть один довольно неприятный для меня нюанс. Дело в том, что на чертеже точки пронумерованы по часовой стрелке, и в таком направлении эти точки вращаются, тогда как положительным направлением полярного угла принято считать направление против часовой стрелки. В условии задач о направлении движения ничего не сказано, поэтому все, что вы здесь видите, это исключительно результат моей собственной оплошности, за что прошу покорнейше меня извинить и считай, что точка вращается в положительном направлении, не веря глазам своим. При этом производной от φ по времени есть угловая скорость вращения точки, равной вращательной составляющей v синус альфа пополам, деленной на радиус вращения, то есть r, откуда dφ это v синус альфа пополам, деленное на r, dt. Заметим, что правая часть содержит r и не является константой, как нам того хотелось бы. Зато, если нам удастся выразить dt через dr, получим уравнение с разделенными переменными. Для этой цели продифференцируем выражение для r от t, в котором все величины, кроме времени t, являются константами. Таким образом, получаем dr равно минус v косинус альфа пополам dt, откуда dt равно минус dr, деленному на v косинус альфа пополам. Если поставить полученное выражение для dt в выражение для dφ, скорости v сократятся, а синус альфа пополам, деленное на косинус альфа пополам, даст тангенс альфа пополам. Таким образом, получаем dφ равно минус тангенс альфа пополам, умноженное на dr, деленное на r. И это уравнение не содержит v, что убеждает в правильности утверждения в начале видео о том, что траектория не зависит от скорости точки. Далее, конечно, интегрируем полученное уравнение. В левой части получаем φ, минус тангенс альфа пополам является постоянным множителем, а интеграл от dr, деленного на r, это, конечно, натуральный логарифм, где знаки абсолютной величины никак не уместны, поскольку r не может быть отрицательным. А что касается нулевого значения r, то в данный момент сделаем умный вид и не будем обращать на это внимание. Нет, я не забыл о константе. Давайте ее добавим и определим значение. Обозначим через φ нулевое начальное значение полярного угла φ. Тогда в начальный момент времени φ равно φ нулевому, r равно r нулевому. Уравнение для φ принимает следующий вид, откуда находим, что c это φ нулевое плюс тангенс альфа пополам, умноженное на натуральный логарифм от r нулевого. Подставляем значение c в выражение для φ, где можно объединить выражение с логарифмами и тангенсами и вынести общий множитель тангенс альфа пополам за скобки. Тогда в скобках останется разность логарифмов, равная логарифму натурального от r нулевого, деленного на r. Существует негласное правило, предписывающее выражать r через φ, а не наоборот. Последуем же этому правилу, для чего найдем выражение для натурального логарифма от r нулевого, деленного на r. Это есть φ минус φ нулевое, деленное на тангенс альфа пополам, или φ минус φ нулевое, умноженное на котангенс альфа пополам. Отсюда r, деленное на r нулевое, это и есть в степени φ минус φ нулевое, умноженное на котангенс альфа пополам. И, следовательно, r есть r нулевое, деленное на выражение в правой части.
А чтобы вместо деления получить умножение, следует показатель степени в правой части заменить на противоположный. Таким образом, получаем r равно r нулевому умноженному на e в степени φ нулевое минус φ умноженное на катанец альфа пополам. Для большей наглядности здесь можно выделить постоянный множитель r нулевое умноженное на e в степени φ нулевое катанец альфа пополам, откуда видно, что с увеличением φ r стремится к нулю по убывающей экспоненте и достигает нуля лишь при φ равном плюс бесконечности. Выходит, что пройдя конечный путь за конечное время, точка, тем не менее, проделает бесконечный угол вокруг центра, что соответствует бесконечному количеству оборотов. Происходит это потому, что при стремлении радиуса к нулю при постоянной линейной скорости угловая скорость бесконечно возрастает. С другой стороны, при стремлении радиуса к нулю стремится также длина одного оборота. И ввиду постоянства линейной скорости, время прохождения одного оборота также стремится к нулю. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, несмотря на бесконечное количество оборотов, общий путь и общее время – конечные числа. Конечно, такое может произойти только с материальной точкой, имеющей нулевой размер, каковыми и являются участницы нашей гонки. Для завершения решения остается лишь привести полученное уравнение к презентабельному виду. Вспомним, что альфа пополам это π пополам минус π деленное на n, откуда котангенс альфа пополам это тангенс π деленного на n. Также у нас есть выражение для r нулевого, где косинус альфа пополам заменяем на синус от π деленного на n. И осталось найти выражение для φ нулевого, которое зависит от выбора точки. Мы договорились нумеровать точки против часовой стрелки. А кроме того, будем нумеровать их с нуля, 0, 1 и так далее до номера n-1 включительно. Легко видеть, что каждый из центральных углов имеет величину 360 градусов, деленное на n, или 2π, деленное на n. Поэтому, если провести полярную ось через начальное положение точки с нулевым индексом, начальное значение полярного угла точки с индексом k равно 2πk, деленному на n. Учитывая все сказанное, получаем вот такое уравнение траектории точки с индексом k, которое предлагаю считать ответом на третий вопрос задачи. В заключение воспользуемся преимуществом 21 века и посмотрим, как выглядят эти траектории. Чтобы траектории точек не удалялись от центра с увеличением n, я в качестве постоянной величины выбрал не начальное расстояние между точками, а начальное расстояние от точек до центра, то есть r нулевое, приняв его за 100 единиц. Так выглядят кривые в случае трех точек. Увеличиваем количество точек до 5 и до 8. И, наконец, немного компьютерной анимации, где рассматривается движение одной точки с увеличением n. Может показаться, что при этом увеличивается количество оборотов, но мы знаем, что количество оборотов бесконечно при любом n. На самом деле, при увеличении n уменьшается скорость приближения точки к центру, ввиду чего длина пути увеличивается и график становится более насыщенным. И это все.